Может, на пару минут кому-нибудь выскочила. В карманах пусто. Ни телефона, ни ключей, ничего. Че, пойду по квартирам отработаю. Давай. Асфиксия. Возможно, изнасилована. Напали сзади. Отсутствует странгуляционная борозда, а это значит, что, возможно, задушили мягкой тканью, которую преступник, видимо, забрал с собой. Скажи, а тебе она никого не напоминает? Похоже. Доброй ночи. Здравствуйте. Предположительно задушена шарфом. Орудие убийства отсутствует. Пробежался по домам, вошел в квартиру, где свет горит. В той 9-этажке мужик выходил на балкон, видел одинокого полицейского, выходящего из парка. Что по общежитию? В общаге тоже был. Вахтерша не опознал. Может, недавно переехала? Вряд ли. Тут такой район, все друг у друга на виду. Плохо, что телефона нет. Думаешь, убийца забрал с собой? Возможно. Антон? Антон, пора ехать, опаздываем. Мам, а ты позвонила Паше? Нет еще. Ну, ты же обещала. Ладно, хочешь, прямо сейчас позвоню? Давай. Алло, Паша? Привет, это мама Антона. Я тебе вчера лишнего наговорила, прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть, и ты ни в чем не виноват, просто волновалась за то, что... В общем, мы будем рады видеть тебя у нас в гостях. Пока. Ты лучше всех. А, кстати, у нас на секции новый тренер.
Ок. Жертва была задушена. Следов изнасилования нет. Алкоголь в крови не обнаружен. Проведенный опрос свидетелей показал, что на месте преступления видели человека в полицейской форме. Проверяем камеру. Ну и кому он на этот раз подражал? Разрешите? Да, Лин, заходи. Привет. Привет. Да, слушаю. Что? Кому? Воронцовой? Курьера задержите. Посылку криминалистам. Разрешите? Да, заходите. На взрывчатые вещества проверил, все чисто. Спасибо, свободно. Ну вот и орудие убийства нашлось. Курьера ко мне. Как зовут? Женя. Женя Антонов. Женя Антонов. Кто заказал отправку? Я не знаю. Я же работаю через сайт доставка. Мне просто написали, что нужно доставить посылку, а забрать его в парке, потому что отправитель не успевал дождаться. А что там? Скажите, забирать посылки в парке – это в порядке вещей? Да ну не то, чтобы… У меня за год были странные заказы. Я же говорю, он написал, что он уезжает, а передать не через кого. А оплата? Оплата наличкой. В пакете с посылкой наличка была. И вам ничего не показалось странным? Да нет. Ладно, запишем данные, допросим, откатаем пальчики и свободен. Хорошо. Ну и кому он на этот раз подражал? Михаилу Бабкову. Это полицейскому? Верно. Он убивал и насиловал пьяных женщин. Однажды его жертва оказалась трезвой, и он ее не изнасиловал, а просто задушил шарфом. Понравился подарок, он тебе подойдет. Ну как, сможешь меня поймать? Вы способны вычислить такого маньяка, просто побеседовав с ним? Ну, я не… И вы способны вычислить такого маньяка, просто побеседовав с ним? Вы способны вычислить такого маньяка, просто побеседовав с ним? Что-то случилось? Нет, просто соскучился. Мам, а как в психологии называют людей, которые пытаются все контролировать? Я не пытаюсь ничего контролировать. Просто хотела узнать, как себе новый тренер. Руслан? Зануда. Надоел всем своими нравоучениями. А можно с ним познакомиться? Мам, желание все контролировать – признак невротика. И вы способны вычислить такого маньяка, просто побеседовав с ним? Серийные преступники, они достаточно приятные люди. Они, так скажем, надевают маску нормальности. Можно? Я мама Антона Воронцова. Вот, решила познакомиться с новым тренером. Алина Воронцова.
Здравствуйте. Руслан, очень приятно. Взаимно. Сразу должен вам сказать, что посещать тренировки родителям запрещено. Я не собиралась, да, понятно. Мгм. Ну что, Антон ваш отличный парень. Умный, вдумчивый. Если будет продолжать тренироваться, не забрасывать, все у него получится. Вы только с ним пожестче, да, и все у него получится. Ладно. Я пойду. Удачи вам. Хорошего. Всего хорошего. До свидания. До свидания. У вас все в порядке, проблем не будет. Так, здоровье позволяет, хронических заболеваний нет, полная семья, муж профессор. Ничто не помешает вам усыновить или удочерить ребенка. По поводу мужа. Мы сейчас находимся, к сожалению, в стадии развода. Плохо. Мы приветствуем желание взять ребенка в семью и не против одинокого статуса кандидата или кандидатки в опекуны. Зачем ребенку наблюдать распад семьи? Наши подопечные уже это насмотрелись. Что же мне делать? Мой вам совет, если вы хотите оформить опекунство, не разводитесь. Или приходите уже к нам после развода. Спасибо. До свидания. До свидания. Номер телефона, с которого был послан СМС, принадлежит некой Милане Хутуленко. Что у тебя? Биллинг номера ничего не дал. Телефон неоднократно включали в лесополосе, но определить местоположение невозможно, так как он сейчас выключен. Ну, очевидно, что убийца завладел телефоном жертвы. Можно предположить, что и курьеру он звонил с этого аппарата. Нужно пробить Милану Хутуленко по всем нашим базам. А знаете, чья она сестра? Убитой официантки Елены Перегудовой. Судя по фотографиям на странице, они с сестрой были очень близки. А вот еще анонс передачи. Какой передачи? Неужто этого урода? Да. Она ходила на эфир к Суходольскому. Была ли убитая Елена Перегудова неверной женой? Об этом мы спросим ее сестру, Милану Хутуленко. Как вы считаете, у вашей сестры мог быть любовник? Это бред. Моя сестра любила своего мужа и никогда ему не изменяла, я в этом уверена. Я понимаю, мы склонны идеализировать своих родных. Лены не было от меня тайн. Вы в этом уверены? Хватит. Я пришла сюда сказать этому уроду, если он меня видит, что он забрал жизнь красивой девушки, у которой Мы к этому впереди вернемся была... позже, но я хотел бы прояснить. Я вам сказала, моя сестра никогда не изменяла своему мужу. Что вы еще от меня хотите? К сожалению, иногда люди не готовы признать очевидное. Понятно, сложно поверить, что твоя сестра наставляла рога мужу, но жизнь все расставит по местам. Милые дамы, будьте верны своим мужьям. Иногда это поможет сохранить не только Давид, но и жизнь. Берегите себя и своих близких. С вами был Алексей Суходольский. А это срочно? Хорошо, сейчас буду.
Куда сядешь? А, да здесь. Спасибо. Чайку? Нет, я перекусила на работе, успела. Я развожусь. Ого. Женя сказал, что я ее больше не люблю. Подожди. Ты же совсем недавно говорил мне, что страсть проходит, да, но люди как-то адаптируются и продолжают жить дальше. Это нормально. Говорил, да. Говорить легко. Но не у всех получается так жить. Ну вот ты, например, ты же не можешь так жить. Алина. Вить. Прости. Прости, ты тут вообще ни при чем. У нас все закончилось давным-давно, еще до того, как мы с тобой познакомились. Ага. Прости, ради бога, ты забудь, хорошо? Нормально. Все нормально? Да. Нормально? Прости, да. Все хорошо? Вить, все хорошо. Мам, привет. У меня там Паша. Че дома сидите? Пошли бы лучше погуляли. Ладно, сейчас бутерброды вам сделаю. Спасибо. Добрый вечер. Добрый. Пройдете? Нет. Антон, я скоро. Я пришла поговорить спокойно. Мы с Витей много лет вместе. И все было хорошо. Пока не появились вы. Я прошу вас, оставьте моего мужа в покое. Виктор, мой научный руководитель. Он единственный специализируется на моей тематике. Я просто не могу его ни на кого сменить. А если у вас проблемы в отношениях, простите, но я тут точно ни при чем. Я с ним 20 лет живу. Я забила на свою карьеру, чтобы он мог расти. Я его поддерживала, кормила, обстирывала. У меня ничего никогда не было с вашим мужем. Да ты врешь! Алина, у вас все в порядке? Все в порядке. Вам лучше уйти. Доброе утро, Алина. Здравствуйте, я собираюсь поговорить с этим блогером Суходольским. Ну, говорите, у нас свободная страна. Он со мной говорить не обязан, так что ваша помощь не помешала. Слушайте, сегодня выходной, я еще толком не проснулся. Давайте в обед созвонимся. Суходольский блогер, может куда-нибудь уехать. Ну, хорошо, я сам поговорю с Суходольским и потом перезвоню вам с отчетом. Ну, я бы тоже хотела с ним пообщаться. Тут у меня плохая связь. Я не слышно.
Дверь закрыта, но слышен храп. Возможно, он пьян. Суходольский вообще похож на человека, который регулярно злоупотребляет. Хотели один с ним поговорить? Да, была такая мысль. Поэтому я пришла, зная ваши методы. Не понял. Что не так с моими методами? Вы же избили мужа свидетельницы. Еле отговорила его подавать заявление. Это вы про… Да, про режиссера. Хорошо, будем считать, что я ваш должник. Доброе утро. Здравствуйте, это Аня, оператор Суходольского. Оператор, помощник, уборщица. Игорь Тарасов, Следственный комитет. Может быть, пообщаемся? Мне надо еще монтажку убрать, а то шеф будет ругаться. Он когда злой, он просто, как маньяк. Ну, во-первых, согласно Алике Борисовне, ваш шеф спит. Во-вторых, если вы его разбудите, он вас не только убьет, но и расчленит. А мы угостим вас чашечкой кофе. Соглашайтесь. Расскажите о Суходольском. Как давно вы с ним работаете? Да, ваш десерт. Приятного аппетита. Пожалуйста. Да, о нем рассказывать-то особо нечего. Пьяница, самодовольный, псих. А зачем же тогда вы на него работаете? Много платит? Копейки. Но он журналист талантливый, а мне опыт нужен. А что талантливый журналист делает здесь? Почему не в Ярославле? А он раньше работал в Ярославле и возглавлял там телеканал. А тут как оказался? Суходольский родом из Ярославля. Работал там на телекомпании РТВ. Женился на молодой журналистке. А развелся, когда она на него в суд подала за избиение. Там такой скандал был. Хотели сначала дело на него открыть. Но потом все-таки она забрала заявление. Ань, скажите, а на последнем эфире, может быть, было что-то не совсем обычное? Да нет. Он поругался с Миланой Хатуленко, участницей передачи. Да он вообще со всеми ругается, человек такой. А Хатуленко не успокоилась. Она на него потом так наехала, что он аж трясся. Да вот. У меня даже видео есть. Не могла отказать себе в удовольствии. С вами был Алексей Суходольский. Да кто ты вообще такой, чтобы говорить гадости про мою сестру? Я не говорю гадости про вашу сестру, я просто журналист. Делаю свою работу. Да какой ты журналист? Ты импотент, ты неудачник. Девушка, зачем вы меня оскорбляете? Нет, Нормально нет, с вами ты разговариваю. просто посмотри на себя. Живешь в захолустье, ты снимаешь блог, который никому не нужен. Почему не нужен? А тебе самому от себя не противно, а Нет, журналист? не противно. У тебя самой жена есть? Вот это уже не ваши дела. Да нет, конечно, кому ты такой нужен? Хватит. Ты же не мужик, ты Хватит, тряпка. я сказал. Такие, как ты, только с бабкой Хватит, авантюры. заткнись! Давай ударь меня, ничтожество. Такие, как ты, только баб бить умеют, на больше это не способны. Аня, скажите, а у вас есть ключи от его офиса? Пустите нас? Он же меня убьет. Ну, судя по храпу, он там спит. Подумает, что забыл закрыть дверь. И вообще, пора бы вам с ним завязывать. Вы же журналист, вы классная, целеустремленная. У вас большое будущее. Ну, какая радость прислуживать циничному алкашу. Спасибо. Ну, вообще я уже работаю над созданием своего канала. Поможете нам? Заходите, он спит. Аня, я ваш должник. Спасибо. Суходольский, просыпайтесь. Суходольский, подъем. Подполковник Игорь Тарасов, Следственный комитет. Начальник отдела по расследованию особо важных дел. Алина Воронцова. Вынуждена задать вам несколько вопросов. При исполнении? Так точно. Мы стучали, никто не открывал. Потом обнаружили, что дверь не заперта, и позволили себе зайти. Чего надо? Позавчера ночью была убита Милана Викторовна Хатуленко.
Незадолго до этого она участвовала в вашей передаче. Где вы были позавчера с 9 вечера до полуночи? Пил вот здесь. Кто-нибудь может это подтвердить? Не знаю, не уверен. Тарасов, иди к черту, а? И вы, кстати, тоже, графиня Воронцова-Новинская. Все вопросы через адвоката, я спать хочу. Из города не уезжайте. Ой. Пообщаться с Суходольским не получилось. Хотя алиби на время убийства Хохтуленко у него нет. Сам он утверждает, что пил. Еще помощница сообщила, что когда он жил в Ярославле, он избил свою бывшую жену. Он алкоголик, да. Склонный к агрессии, да, но я не думаю, что Суходольский тот, кого мы ищем. Разрешите? Да. Мы изучили материалы с камер видеонаблюдения из парка, где курьер забирал посылку для Алины. Угадайте, кто из наших пассажиров засветился в парке в это же время? Ну? Наша интернет-звезда Суходольский. С посылкой? Но, судя по камерам, руки у него пустые. Но он засветился в то же время, когда курьер, судя по его показаниям, уже забрал посылку. Значит, Суходольский мог уже успеть ее передать. Вот именно. Возможно, это наш клиент. После эфира между Хохтуленко и Суходольским произошел скандал. Она орала на него, Суходольский был зол, но толком ответить ничего не смог. Так, значит, отрабатываем Суходольского. Владимир Николаевич, разрешите, я съезжу в Ярославль и пообщаюсь с его бывшей женой? С чего вдруг? Ну, хочу сам выяснить, что за история с побоями. Ну, хорошо. Я бы тоже съездила. Нет необходимости, я справлюсь сам. Поезжайте вдвоем. Алина поможет. Все работаешь? Слушай. Это жарко. Значит, я тут была на свидании. Хороший мужик, остроумный. Но? Но, кажется, он, по-моему, он торопит события. Прямо сегодня меня звал в гостиницу, а я не знаю, готова ли я, вот, и стоит ли. Что думаешь? Что мне делать? Для начала я посоветовал бы тебе слезть со стола, раздеться. Не хочу. Ну, хорошо. Оленька, в другом случае я посоветовал бы тебе повстречаться еще какое-то время, не форсировать события, чтобы лучше узнать друг друга. В другом случае, если бы это была не твоя жена? Нет, если бы это было правдой. Ты сочиняешь это все. Вероятно, хочешь, чтобы я начал тебя ревновать и таким образом пытаешься меня удержать. Смотри на него вообще. Оля, не ерничай. Если бы наш с тобой разрыв был каким-то поспешным, то да, можно было бы рассчитывать там на новую прическу, на смену стиля, на ревность. Но это же не наш с тобой случай. У нас с тобой семьи давно нет. Какой Витя умный, рассудительный, а? Оль, не истерий. Какой же ты козел ты, Витя, придурок. Куда ты в таком состоянии? Клево поиграли. Ага. Ты как?
Да, норм. Нет, правда, все нормально. Слушай, у меня мама, когда умерла... В сторону! Черт. Нормально. Что случилось? Вы как? Все хорошо. Мам, она еле плелась. Антон, иди домой. А она пьяная? Паш, ты не обижайся, но тебе лучше тоже поехать домой. Да, хорошо, до свидания. Спасибо. Ты мне жизнь спас. Это что получается? Ты мой должник теперь? Ну, похоже, что да. Ладно, все, давай. Пока. Она пока спит. Алина, прости, ради бога, я в первый раз такое вижу. Алина, я все исправлю. Вить, да перестань. А отвезу ее домой, потом на такси сюда за машиной приеду. Извини, я все исправлю. Вить, перестань. Сапожник без сапог. Ну, то есть психолог, его психованная жена. Ладно, я пойду, пока нас всех на уши не поставили. Отойди. Все. Двери. Оленька, домой поедем. Все. Не трогай меня сама. Оля. Не трогай. Да оставь. Прости меня за все это. Это же она вчера кричала, что ты увела ее мужа. Да, но я никого, ни у кого не уводила. Клянусь. Да расслабься, мам. Ты реально считаешь, что я могу поверить какой-то пьяной тетке, а не тебе? Спасибо. Слушай, я завтра должна уехать. Ты останешься с бабушкой, вас будет охранять Вадим. Оки-доки. Только давай там поосторожнее, ладно? Я постараюсь. Мам, когда это закончится? Скоро. Занимайся. Бабушка пришла. Пойду открою. Привет. Привет, мой дорогой. Привет. Привет. Здрасте. Здорово. Здорово. Слушай, у нас там елка ночью упала. Поможешь поднять? Да, конечно. Проходи, раздевайся. Так, Антон, присматривай за бабушкой Вадима. Я на тебя рассчитываю. Ты за главного. Спасибо, что согласились помочь. Да нет, Сталин Борисовна, обращайтесь в любое время. А вот и Игорь подъехал. Так что передаю вас с рук на руки. Бегу. А что с елкой? Ветер, наверное. Мы едем? Мне в Ярославле нужно будет заскочить в одно место. Это быстро. Хорошо.
Фу, дыни зимой. Это роскошь. Это все ребенку или мне? Тоже можно попробовать. Ну что ж с тобой делать? Ешь, господи. Твоя? Боже упаси. Ты меня пугаешь, Тарас. Все так серьезно? В смысле? Ну я ж тебя знаю. Если ты так говоришь о женщине, значит… Так, женщина, чушь не неси. Все, увидимся. Я слушаю. Татьяна Валерьевна? Да, здравствуйте. Следственный комитет. У нас есть несколько вопросов по поводу вашего бывшего мужа Алексея Суходольского. Ну, Лёша всегда был нервным. Но я, конечно, не думала, что он может поднять руку на женщину. Он тогда так переживал из-за этого случая, даже жалко его. Прощения просил. Ну, на самом деле он тогда очень много выпил. Мы повздорили. Вот, он потерял контроль над собой. А из-за чего вы повздорили? Я всегда хотела работать, вести свое шоу. Алёшка, он сторонник домостроя. Хотел, чтобы я сидела дома, родила ребенка, воспитывала. Нет, ну, в смысле, это не страшно, в этом нет ничего плохого. Многие так живут. Но мне хотелось большего. А значит, он всегда был неуравновешенным. Но с первой женой они расстались по той же причине, хотя они встречались с института. А кто его первая жена? Ева Гуреева. Достаточно известный корпоративный адвокат. А что было после того, как он поднял на вас руку? Я сразу ушла, написала заявление в полицию. Подружки посоветовали. Лёшка очень переживал, вымаливал прощения. В общем, забрала я заявление. Он хороший человек и не должен расплачиваться за то, что когда-то там вспылил. Но он все равно расплачивается. До свидания. До свидания. До свидания. Какая-то бестолковая поездка получается. Ну хорошо, он ударил жену, что плохо, конечно, но это характеризует его как склонного к жестокости. Хотя я не знаю ни одного кухонного бойца, который бы стал серийным убийцей. И бил ли он ее вообще? Как-то слишком тепло она о бывшем муже отзывается. Никакой враждебности, голос ровный, называет его Лешей. Думаю, ее версия развода неправда. То есть ты хочешь сказать, что она нам врет? Может быть, она могла им манипулировать. Спровоцировала его, чтобы он ее ударил. Использовала ситуацию в свою пользу и отжала у него дом и бизнес, сыграв на чувство вины. Ну, если в общих чертах, то так. А я думал, вы только в мужчинах хорошо разбираетесь. Я не флиртую. Надо бы съездить к первой жене Суходольского. Когда Бусабум, значит, показывает или объясняет прием, сидите молча и внимательно слушайте его. После этого поклонитесь сначала тренеру, спасибо. После этого вашему партнеру, спасибо. И, Стас, не отвлекайте находящихся до Дианги своими разговорами. Угу. Эти правила действуют не только на тренировке, но и перед ней. Извините. Давайте начали! Давай, встаем! Актер ты, откровенно говоря, не очень. Но если будешь упорно тренироваться, спортсмен может уйти толковый. Понял?
Да. Давай в раздевалку. Скучно. Скучный и неинтересный. Конечно, когда я была помоложе, я попалась на его обаяние, но потом раскусила. Ваш Суходольский просто пустышка. А еще он осмелился променять вас на другую. Да, вы меня поймали. Он променял меня на серую моль. Поэтому у меня есть повод его недолюбливать. Что он сделал на этот раз? На этот раз вы имеете в виду тот случай, когда он избил свою жену? Послушайте, Суходольский, конечно, тот еще придурок, но избить женщину... Нет, такие, как он, баб не бьют. Думаете, его оклеветали? Я не знаю. Мне вообще все равно, он же меня как адвокат не нанимал. Но его Танечка вполне могла его оклеветать. Знаете, эти серые мышки, они же самые опасные. Потому что кажутся такими безобидными. Вы знали, что на него завели дело, потом она забрала заявление, но он все равно оставил ей компанию. После развода ей перешел канал. Мне кажется, что она не одна это провернула. У Татьяны был любовник? Не знаю, свечку не держала. Но гендиректором канала, когда она стала хозяйкой, стал Артюнян. Ну, зам Суходольского и его друг. Значит, Татьяна сговорилась с Арутюняном, чтобы подставить Суходольского? Все возможно. Я их как-то видела в городе. Просто на знакомых они не похожи. Где я вас могла видеть? Я следователь, вы адвокат, где-то могли пересекаться? Нет, я вас знаю не по работе. Ну ладно, сейчас не вспомню. Вы не пьете кофе? Пью. Домой? А вы не считаете, что все-таки нужно выяснить, бил ли Суходольский на самом деле жену или нет? А зачем? К делу к нашему это напрямую не относится. Он все еще входит в круг наших потенциальных подозреваемых. Тогда к Суходольскому. Что? Телефон Катуленко заработал. Пытаемся отследить. На этот раз, надеюсь, не уйдет. Сомневаюсь, что это сработает. Игорь, но все ошибаются. Даже самые умные. Но не так же по-идиотски. Засекли. Есть сигнал. Он перемещается. Запроси у техников координаты. Добро сделаем. И сбрось сразу нам, мы с Алиной подъедем. Принял. Что-то здесь не так. Может, он случайно его включил? Может. Но я в такое не верю. Главное, чтобы без сюрпризов обошлось жутких. Оставайтесь в машине. Хозяева, есть кто дома?
Есть кто дома? Здравствуйте. Следственный комитет. Подполковник Тарасов. Вы здесь проживаете? Разрешите ваши документы? Благодарю. Где ваш телефон? Одну секунду. Привет. Где Тарасов? Пошел в дом. Как всегда, с голой жопы на танке. А это что у вас там? Денис, мужик, убегай! Давай, стрелять буду! Я за тачкой, за мостом перехвачу его! Давай за ним. Давай. Иванов с Исоевым его преследуют. Телефон Хтуленко. Прижимай его. Руки на руль! Стоять! Руки на руль! Руки на руль стоять, ходи сюда. На капот! Руки на капот! Так что творите? Где второй? Второй где? Какой второй? Вниз. Я водила, не знаю. Где он? На Корякинской 10 выскочил. Ты успел его рассмотреть? Что? Это тренер моего сына.